Добрый день, дорогие скорпионы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на май 2024 года. Ну что, мои дорогие, наступает месяц, который, я бы так сказала, будет развязкой сложностей для вас в этом году. Но нет, ребят, я бы сказала, что этот месяц, когда необходимо потрудиться, он интенсивный, однозначно. Он даст много разной энергии, энергии противоречивой в том числе, энергии, заточенной на активности, однозначно. Первая неделя для всех по-разному, но в основном ваш управитель Плутон разворачивается. Первая неделя мая, и здесь, конечно же, кто будет стоять в стопоре, кто не живет по своему солнцу, те, конечно же, будут трудно преодолевать этот момент, будут портиться отношения, вопросики в финансах не очень приятные, отношения на работе, в бизнесе, в деньгозарабатывании в том числе. Поэтому здесь остановитесь, не ругайтесь, не пылите. Проживите эту неделю с ощущением, с осознанием того, где вы не дорабатываете, где вы и почему не живете как скорпион. Кстати, в конце ролика прикреплю видео большое про описание знака зодиака, оно часовое, поэтому по чаечек и вкусняшки запаситесь и смотрите. Постаралась рассказать быстро, потому что я про скорпионов вообще могу говорить очень много. И здесь, ребят, понимаете, что сложно будет тем в мае, кто не живет по своему солнечному знаку скорпиона. Кто говорит, вот, а я скорпион, но я вообще не скорпион, я не похож. Вот это сложно, потому что, в принципе, вы не живете как скорпион, вы живете, значит, по Луне. И эта энергия такая, которая не дает вам силы и мощи переживать те глобальные кризисы, которые есть вокруг нас, в котором мы все живем. То есть лунная энергия не дает живо и активно идти по жизни, если вы не живете по своему солнцу, то есть если вы не истинный скорпион. Я не говорю, что вредным нужно быть скорпионом, мстительным, да. Я говорю, что скорпион — это тот знак зодиака, который умеет переживать глобальные кризисы, и у него ни один глазик не дернут, то есть ни один знак зодиака не может вот так вот, ну, наверное, только еще Козерог. Скорпион — это тот знак зодиака, который умеет, вообще глядя на все катаклизмы мира, сказать: окей, пойдем попьем чаек. Что еще будет, как говорится, да? Поэтому, дорогие, живите по своему знаку зодиака, потому что этот год, он вообще, в принципе, такой очень сложный для вас, и кармичный, и мощный, и он сложный, потому что вы не идете по жизни туда, куда вы хотите, он сложный, потому что вы не научились к своему настоящему моменту преодолевать кризисы глобальные, да, все те задачи, которые лежат перед вами, как перед знаком зодиака Скорпион. И здесь, конечно же, тельцовский месяц, это месяц мая, для вас будет, естественно, очень много прямых оппозиций, прямая оппозиция от Солнца, и Урана, и Юпитера, которые в принципе должна работать у вас во благо, но эти ситуации будут, вот я бы так сказала, выбивать вас из колеи, из привычной, для того, чтобы вас расшевелить. Плюс Венера тоже будет в Тельце, Меркурий тоже будет в Тельце, я бы так сказала, половина у нас планет, да, будет идти в Тельце и делать прямую оппозицию в ваших транзитных картах. Особенно в конце месяца они соединятся, и будет такое ощущение, что вообще происходит. Ребят, о чем это? Это о том, что необходимо проснуться. Обычно проблемы, кризисы, ситуации случаются, когда мы не идем куда надо, засиделись. Те же люди, кто живет по своей натальной карте, кто живет по своему солнечному знаку Скорпиона и действует активно, умеет бороться с кризисами, для них эти ситуации будут как ситуации возможностей. То есть транзитная карта работает так: если вы умеете преодолевать кризисы, если вы по жизни прям борец, потому что в мае будет очень мощная активная энергия. Марс, ваш второй управитель, из Рыб переходит в знак Овна в самом начале мая.
и будет активность, сила, мощь для того, чтобы бороться с трудностями. Здесь главное не уйти в агрессию. Вообще сложность Скорпиона такая: не уйти в агрессию. Когда вы уходите в агрессию, вы перестаете что-либо видеть и соображать. Силы, конечно, много, но вы ее распыляете не на решение каких-то проблем, не преодоление сложностей. Вы в этот момент можете все распылить, поэтому не пылите, особенно первую неделю мая, когда разворачивается Плутон. Если же вы живете по своему Солнцу, если же вы умеете зарабатывать очень много денег и привыкли, в принципе, к этому, у вас глаз не дергается от больших сумм, от умения ими очень классно владеть и распределять, тогда первая неделя мая для вас выдастся очень продуктивная, потому что на этот момент Плутон будет в квадратуре с Венерой, которая в Тельце, и это будет как раз-таки для вас не аспект конфликтов и потери финансов, а для вас это будет очень даже прибыльный аспект, поэтому здесь работайте. Аспект этот сохранится до 8 мая. А 8 мая уже наступает у нас новый лунный цикл, и энергия уже не будет такая мощная, энергия уже не будет такая активная, будет классная, хорошая, гармоничная энергия для развития, для того, чтобы планомерно строить бизнес, идти туда, куда вы шли. Для мощных и активных, конечно же, первая неделя мая тоже подходит для смены работы, для рокировки финансов, для того, чтобы классно вложиться и потратить. Для тех, кто не умеет управлять финансами, будет сложная неделя, поэтому, ребята, не тратьте много. Подождите, начнется новый лунный цикл 8 мая, и все станет хорошо. Те, кто не может, конечно, владеть такой мощной энергией. Что у нас дальше? Вторая неделя мая с 8 по 15. Хорошее, гармоничное, прекрасное время для работы, для того, чтобы идти вперед, зарабатывать деньги, для того, чтобы что-то новое начинать. Растущая луна, новый лунный цикл. Сменится, конечно же, вся вот эта апрельская история. У кого было, кстати, сложно, напишите в комментариях, потому что многие писали, что большие планы на апрель. Кто-то писал, что не получилось, было сложно, кто-то выдохся, кто-то устал. Ребята, и это тоже все нормально. Вы же понимаете, что на планете 700-800 миллионов скорпионов, и они все разного воспитания, разного возраста, разного вообще понимания уровня и уклада в жизни, и поэтому каждый на момент своего времени, в котором сейчас живет, да, кто-то научился преодолевать сложности, трудности, кризисы, да, мировые, глобальные, кто-то нет, и это нормально. Кто-то в силу взросления пораньше, кто-то взросления попозже, кто-то может, да, кто-то пользуется солнечной энергией, кто-то живет по Луне. И здесь, ребят, никакого осуждения нет, просто для того, чтобы вам идти по жизни легче, все-таки нужно признать себя как скорпиона и здесь понимать, что все мы разные, у всех разный темп, у всех разный набор как минимум в натальной карте планет. Все расположены, даже у близнецов, которые рождаются 5, 10, 15 минут, уже разные показатели. Поэтому, ребят, здесь только терпение и труд. Я знаю, скорпионы максималисты, очень часто хочется сразу, но жизнь заставляет трудиться. Так уж быть, ничего с этим не поделать. Поэтому вторая неделя мая – прекрасная планомерная работа, что-то новое начинать, запускать, можно менять работу, вкладываться, что-то тратить. Хорошая неделя, кстати, решать конфликты, договариваться. Если что-то не получилось на первой неделе, и вы видите, что в первой неделе мая не получается, отложите на вторую неделю мая, получится хорошо. Не спорьте с любимыми, не спорьте из-за денег в первой неделе мая, переложите на вторую, получится там явно лучше и явно хорошо. С 15 мая у нас на небе Плутон в квадратуре с Меркурием, спасибо, что не ретроградный Меркурий, и здесь прекрасно открывается время для учебы, для повышения квалификации, для сдачи экзаменов, особенно если вы давно не можете что-то сдать, защитить, и не можете пройти какой-то интеллектуальный этап своей жизни. С 15 по 21 мая прекрасный для этого момент, действуйте. При этом будьте аккуратны за рулем и не выясняйте отношений, не ругайтесь. Будет легко поругаться, особенно за рулем.
Не ругайтесь за рулем, будьте внимательны на дороге. Хороший момент для учебы, для пересдачи, для переаттестации, но при этом момент не очень в других вещах, таких как за рулем и в ссорах, и в скандалах. Это была 3-я неделя мая. 4-я неделя мая начинается у нас с полнолуния. 23 мая полнолуние в Стрельце. И здесь, конечно же, уже подгребают к большому стелиуму, который Юпитер и Уран. У нас там уже солнышко. И потихоньку начинают подгребать и Венера. И это такой, на самом деле, момент, который я говорила в самом начале. Если вы активны, если вы по жизни живете прям как Скорпион, то для вас этот стелиум будет вас, я бы так сказала, подталкивать к новым каким-то начинаниям, к действиям. Вам будет казаться, что вам не хватает денег, вам будет казаться, что вам недостаточно того уровня жизни, вам будет казаться, что вы уже переросли эту работу, в том числе, да. И здесь прекрасный момент, это осознавайте, понимайте, закрывайте старые истории, но закрывайте, еще раз говорю, красиво, не ругайтесь, не уходите, хлопнув дверью, хотя захочется это сделать, последние недели уже солнце будет в Близнецах, и уже захочется вот так вот с легкостью хлопнуть дверью, уйти в никуда и сказать: все, я устал, я ухожу. Но, ребят, сделайте красиво, запаситесь терпением, все-таки от Скорпиона жизнь требует решать конфликты и сложные вопросы путем договорных отношений. Так к вам больше приходят финансы, так к вам подтягиваются те люди, с кем вы можете строить бизнес в том числе, и повышать уровень нормы, вообще в принципе свою планку по жизни, да, потому что я знаю, вы хотите большего, вы способны на больше, и это тот знак, у которого нет в принципе границы ни для деньгозарабатывания, ни для любви, в том числе я не имею в виду количественно иметь там партнеров больше, нет, я имею в виду глубину отношений, которые вы можете иметь, и да, это тот знак, который может договориться, и даже не путем манипуляции, а путем своего раскрытия сердца, и я знаю, что это делается сложно, для Скорпиона в том числе. Боитесь раскрыться, боитесь довериться, боитесь потерять контроль в том числе, потому что когда вы контролируете, у вас это ощущение внутреннего спокойствия. Но жизнь от вас требует все-таки расслабления и договоренности, в том числе и умения доверять. Вообще жизнь, она такая, знаете, чем больше мы учимся доверять, тем как-то легче становится. Где-то легче, а где-то нет. Потому что любовная сфера все-таки это та сфера отношений, которая зависит от доверия, от внутреннего расслабления, что Скорпионам делать очень сложно. Если же говорить в целом про работу, то будет активный месяц для вас. Некоторые ситуации будут выбивать из колеи, некоторые ситуации будут специально заточены для того, чтобы вы шли и развивались. Вам будет казаться, что специально мир издевается над вами, но нет, ребят, это говорит о том, что пора закрывать старую историю, подниматься выше и идти выше, и вы этого достойны. Если говорить про любовную сферу, сложная будет первая неделя. Поэтому здесь не ругайтесь, не спорьте, перенесите лучше все здравые разговоры на вторую неделю с нового лунного цикла. И финальная 4-я неделя тоже хорошая неделя для того, чтобы поговорить, встречаться, назначать романы, свидания, проводить время вместе, для того, чтобы получилось хорошо. Поэтому, да, мои дорогие скорпионы, месяц для вас будет, я бы сказала, неоднозначным. Но вы прекрасно сами понимаете, что все в этой жизни зависит от вас. Да, вы мне скажете: нет, обстоятельства мира. Обстоятельства это лишь 20%. Говорю вам как прогнозист, который работает с событиями уже сколько лет. 80% зависит от вашего настроя на события, от того, как вы настроились, от вашего понимания сил и насколько вы хотите эту ситуацию разобрать. Поэтому, да, всего лишь 20%, представляете, как это мало, да? А все остальное зависит от вас. Поэтому становитесь сильнее, становитесь бодрее и активнее. Я знаю, что у вас это получится. Вы бы просто так скорпионом не родились. Ребят, просто так слабые личности скорпионом не рождаются. А уж если вы уходите в негатив, в зависть, в злость и в разрушение, это говорит лишь о вашей слабости. Это говорит о том, что необходимо срочно брать вот это вот все разрушение и конвертировать в развитие для того, чтобы не испортить свое здоровье.
Кстати, если говорить про здоровье, то если же вы не идете в деньгозарабатывание в этом месяце, не идете в активность, в работу, то можете захворать. Поэтому не хворайте, не болейте, будьте здоровы и развивайтесь. Ребят, только так. Этот год требует от нас, от всех развития. Неважно, какого вы знака зодиака, но от Скорпиона требует прорыва. Поэтому, да, ребят, посмотрите годовой прогноз, который я записала. Если другим знаком зодиака необходимо приложить кому-то столько сил, кому-то столько, то Скорпиону, ну вот даже вот выхожу за рамки, ребят. В 10 раз больше, чем кому-либо, для того, чтобы получилось классно. Действуем. Ребята, если у вас остались вопросы, оставляйте в комментарии под этим видео. Обязательно указывайте дату, время и место вашего рождения. Так я буду разбирать именно вашу натальную карту, а не кого-то другого. Потому что на каждую натальную карту накладывается именно своя персональная транзитная. Я лишь в этом видео рассказала общие тенденции для знака зодиака Скорпион, что ждет в мае. Конечно же, глядя в транзитную карту тоже, но все-таки у кого-то еще затрагивает дома, которые я здесь не вижу. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. В конце по классике актуальные ролики, которые вы можете посмотреть, опереться и принять верные решения. Я желаю вам продуктивного и активного месяца и увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.